История чеканки советских монет берет свое начало в 1921 году. За долгие годы, в результате проведения череды экономических реформ, монеты несколько раз меняли внешний вид, состав номиналов, а также металл, из которого их чеканили. В отличие от монет регулярного чекана, предназначенных для повседневного обращения, памятные предполагались для коллекционеров и выпускались ограниченным тиражом. Все юбилейные монеты были выполнены из медно-никелевого сплава. Чеканка началась с 1965 года, когда была выпущена монета достоинством 1 рубль, посвященная 20-летию победы над фашистской Германией. Тираж составил 60 миллионов экземпляров. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. В советский период День Победы на Красной площади отмечался 9 мая раз в 10 лет, в юбилейные годы. На 20-летний юбилей разгрома Германии Брежнев внес в ритуал 9 мая 2 существенные поправки, которые актуальны на сегодняшний день. Во-первых, состоялся военный парад на Красной площади. Во-вторых, День Победы стал нерабочим днем. Парад Победы 9 мая 1965 года стал первым после парада 24 июня 1945 года. Сегодня на Красной площади легендарное Знамя Победы. Оно в руках Героя Советского Союза полковника Самсонова, ассистенты у знамени Героев Советского Союза Кантария и Егоров. По Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Как и 20 лет назад, впереди наша боевая святыня — Знамя Победы. В параде приняли участие части московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий. Почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны. На первой советской юбилейной монете изображен монумент «Воин-освободитель», посвященный павшим в боях за Берлин советским воинам на военном мемориале в Трептов-парке в Берлине. Памятник был открыт 8 мая 1949 года. Берлинский монумент связан с 2 российскими. Так, меч монумента «Тыл фронту» был выкован в Магнитогорске, поднят родиной матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине воином-освободителем. Монумент «Воин-освободитель» является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения народов Европы от нацизма. Памятник героям-освободителям отражает идею самоотверженной борьбы советского народа с фашистскими полчищами, идею борьбы за мир, которую возглавляет Советский Союз. В 1967 году была выпущена серия монет, посвященных 50-летию советской власти. На монете достоинством 10 копеек изображен памятник покорителям космоса на фоне восходящего солнца. Покорителям космоса – монумент в память достижения советского народа в освоении космического пространства. Установлен в 1964 году в Останкинском районе города Москвы и является вторым по высоте памятником в России, уступая лишь монументу Победы. В Москве сооружается монумент покорителям космоса. Один из ответственных этапов строительства – подъем гигантского обелиска. Допустимое отклонение 250-тонного гиганта исчисляется миллиметрами. Вместе с памятником Юрию Гагарину на Ленинском проспекте монумент фигурирует в видеоклипе группы Pet Shop Boys на композицию Go West. На монете номиналом 15 копеек изображен памятник рабочему и колхознице.
Монумент предназначался для павильона СССР на международной выставке в Париже в 1937 году. Его спроектировали и собрали в Москве, а затем разделили на 65 частей и перевезли во Францию, где провели монтаж вторично. Совокупная масса монумента превысила 63 тонны. После окончания выставки скульптуру перевезли в Москву и установили на 10-метровый постамент у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. После реконструкции общий вес каркаса вырос больше, чем в 2 раза и составил 185 тонн. С 1948 года скульптура стала официальным символом киностудии «Мосфильм». На 20 копейках изображен культовый в истории России крейсер «Аврора», холостой выстрел которого явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. 7 лет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Дизайн 50 копеек и рубля идентичен. На монетах представлен главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин. Его образ навсегда вошел в сердце и память миллионов людей на нашей планете. Самая массовая памятная монета в СССР, тираж которой составил 100 миллионов экземпляров, была посвящена столетию со дня рождения Ленина. Юбилей повсюду вызвал всеобщий подъем. В городах проводили торжественные митинги, концерты, выставки, спектакли, встречи с ветеранами и многое другое. Мнения и оценки исторической роли Владимира Ленина отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значимым революционным государственным деятелем в мировой истории. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание. Понимаете, совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нету верхушки. Верхушка — это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик — это грибница, то мухомор — это Ленин. На монете, выпущенной к 30-летию Победы, изображена скульптура «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. На момент постройки Родина-мать являлась самой высокой статуей в мире. Общая высота скульптуры 85 метров, а масса более 8000 тонн. Памятник был открыт в 1967 году и посвящен подвигу советских солдат и граждан во время сражения за Сталинград во Второй мировой войне. Скульптура изображает женщину-матерь, стоящую на высоте и призывающую всех защитить свою родину. Скульптура «Родина-мать зовет» стала не только символом Великой Отечественной войны, но и одним из главных туристических объектов Волгограда. Ее величественность и значимость делают ее поистине впечатляющим зрелищем для всех посетителей. 9 мая 1975 года в праздничном выпуске передачи «Голубой огонек» Леонид Сметанников впервые исполнил культовую песню «День Победы». День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Следующей юбилейной монетой, отчеканенной в Советском Союзе,
стал 1 рубль, посвященный 60-летию советской власти. Кроме традиционных символов революции, таких как Владимир Ленин и крейсер «Аврора», на монете изображены памятник покорителям космоса и символ атома. К 1977 году Советский Союз являлся лидером и в космической, и в ядерной сфере. В 1957 году «Спутник-1» стал первым искусственным объектом, успешно запущенным на орбиту Земли. Юрий Гагарин стал первым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В 1970 году состоялся первый автоматический полет к Луне и возвращение на Землю – Луна-16. Эта миссия была первой в истории, которая смогла автоматически собрать образцы лунного грунта и доставить их на Землю. В 1971 году была построена первая космическая станция «Салют-1». Первой атомной электрической станцией, построенной в мире, была Обнинская атомная электростанция. А ледокол «Ленин» стал первым в мире атомным ледоколом. С 1977 по 1980 год были выпущены 6 монет, посвященные Олимпиаде в Москве. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады 80 проводили и в других городах Советского Союза. Так парусная регата стартовала в Таллине, а футбольные матчи проводились в Киеве, Ленинграде и Минске. 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотирующих игры, все же приехали в Москву и выступили под нейтральным флагом. Следующие Олимпийские игры, проводимые в Лос-Анджелесе, бойкотировал уже сам Советский Союз и еще 13 стран. На первых 2 монетах, посвященных Олимпиаде 80, находились символы Олимпиады – эмблема и факел. Дизайн эмблемы Олимпиады представлял собой 5 олимпийских колец и устремленные вверх линии, символизирующие спортивные дорожки, со звездой сверху, что являлось стилизацией Спасской башни Кремля. Общая протяженность эстафеты Олимпийского огня составила 5000 километров. Маршрут стартовал в Греции, затем прошел через Румынию и Болгарию, Молдавскую и Украинскую социалистические республики. В СССР путь эстафеты лежал через Белгород, Курск, Орел, Тулу, Серпухов и Подольск. Олимпийскую чашу на большой арене Лужников от пламени факела зажигал чемпион Мюнхенской Олимпиады Сергей Белов. Бывают мгновения в жизни человечества, наполненные особым смыслом, когда кажется, будто слышишь дыхание истории. Остальные 4 монеты имели изображение культовых московских достопримечательностей. Московский Кремль, вплоть до распада Советского Союза, был официальной резиденцией генерального секретаря ЦК КПСС, одной из самых известных архитектурных сооружений в мире. Кремль становится политическим центром российского государства после переезда в Москву в марте 1918 года советского правительства во главе с Лениным. Его резиденцией, местом проживания руководителей советского государства становятся дворцы и кавалерские корпуса, в связи с чем свободный доступ на территорию Кремля для рядовых москвичей оказывается под запретом. За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля значительно пострадал. В планах Кремля начала 20 века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри кремлевских стен. Больше половины из них, 28 зданий, уже не существуют. Так, в 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II. Во время Великой Отечественной войны Кремль был замаскирован, чтобы избежать его разрушения. За время войны на территории Кремля и Красной площади были сброшены 18 фугасных авиабомб весом от 50 до 500 кг и около 150 зажигательных бомб.
не повлекших катастрофических разрушений. С 1955 года Кремль частично открыт для посещения, став музеем под открытым небом. С этого же года был введен запрет на проживание на территории Кремля. Чем ближе, тем величественнее раскрываются могучие пропорции здания, красота строгих очертаний, изящные узоры керамики. Главное здание Московского государственного университета, также известное как МГУ, является одним из самых известных зданий в Москве. Оно расположено на Воробьевых горах и является символом российского образования. Это самое высокое из 7 построенных сталинских высоток. Высота здания 183 метра. Оно построено в период с 1949 по 1953 год. В главном здании университета находится большое количество аудиторий, научных лабораторий, библиотек и прочих учебных помещений. Главное здание МГУ является одним из самых популярных туристических мест в Москве и привлекает тысячи посетителей каждый год. Оно является не только символом российского образования, но и важным объектом архитектурного наследия. До 1990-х годов здание было самым высоким в Европе. На следующей монете изображено здание Моссовета и памятник Юрию Долгорукому. Здание Моссовета было построено в 1782 году по проекту архитектора Матвея Казакова и до 1917 года служило резиденцией московских генерал-губернаторов. После Октябрьской революции дом занимал Московский горсовет. С 1993 года строение находилось в ведомстве правительства Москвы. Рядом с ним находится памятник Юрию Долгорукому, установленный в 1954 году. Прошло 12 лет после Второй мировой войны, которая разрушила половину нашей промышленности. И спутник, и ракету создавали люди, которые пришли прямо с фронта. Еще на одной олимпийской монете изображен памятник покорителям космоса и «Спутник-1». После долгих расчетов и экспериментов к октябрю 1957 года был готов первый искусственный спутник Земли. «Спутник-1» — это первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Впервые в истории небесное тело, созданное человеком, разорвало путы земного притяжения и вышло в космическое пространство. Дата запуска является началом космической эры человечества. Какое впечатление на вас тогда это произвело? Ошеломляющее впечатление, потому что никто, в общем-то, не ожидал тогда, что наши именно запустят. Все ждали, что будет. Вы же помните, тогда, может быть, все шли разговоры, что американцы, завтра, послезавтра, и вдруг сегодня наши. Это же такая была гордость за нашу технику, за нашу науку, что она это сделала, смогла достичь этого. Талисманом Московской Олимпиады был олимпийский мишка. Организационный комитет Олимпиады выбрал в качестве символа именно это животное, поскольку ему присущи такие характерные для спортсмена качества, как сила, упорство и удаль. Олимпийский мишка был крайне популярен. Его изображение можно увидеть на многих сувенирах, мягких игрушках, одежде и других предметах, связанных с Олимпиадой 80. Во время церемонии закрытия Олимпиады, после того, как олимпийский огонь погас, на экране возник образ олимпийского мишки. Появилась надпись «Доброго пути». Из глаз медведя покатилась слеза. Порядок. Включаем временной кондур, конденсатор потока, двигатель работает. Отлично. Александра Николаевна Пахмутова. И кадры, которые мы знаем, наверное, от и до. Дедушка нынешнего Миши. Миша, не надо тушить этот огонь. Не плачь.
Спустя 34 года на играх в Сочи олимпийский огонь был погашен белым мишкой под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Дима, он плачет. Он плачет, Дима. И я плачу, Сережа. А я пытаюсь изобразить, что я комментирую. Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. В 1981 году, в 20-ю годовщину полета первого человека в космос, в СССР чеканится монета с изображением Юрия Гагарина. На монете Юрий Гагарин в скафандре находится на фоне пристыкованных космических кораблей. Гагарин родился в 1934 году, а полетел в космос в 1961, став в 27 лет одним из самых популярных людей планеты. 14 апреля 1961 года. Сегодня на Внуковском аэродроме столицы состоялась торжественная встреча космонавта номер 1 майора Гагарина Юрия Алексеевича. Над Внуковым появляется белокрылый гигант Ил-18, окруженный почетным эскортом из 7 истребителей. Прямо на борту импровизированная пресс-конференция первого в мире космонавта для советских и иностранных журналистов. Самолет садится и выруливает к вокзалу. Из самолета выходит Юрий Алексеевич Гагарин и направляется к трибуне. После полета в течение нескольких лет Юрий посетил более 30 стран и вел активную общественно-политическую деятельность. 12 апреля 1961 года, день полета Юрия Гагарина в космос, объявлен праздником День космонавтики. Собираетесь ли вы лететь в космос в ближайшее будущее? В ближайшем будущем, если мне доверят такой полет, то я полечу в космос. Но я не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей, космонавтов, которые рвутся прямо-таки, рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет, то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. В связи с гибелью Гагарина впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой государства, был объявлен государственный траур. Наша Родина потеряла 2 своих героев. Сегодня страна провожала в последний путь великого сына Земли, дорогого миллионам людей, первого космонавта Юрия Гагарина. Прощалась со славным соколом военно-воздушных сил СССР, летчиком Владимиром Серегиным. Красная площадь в траурном убранстве. Как часто она видела Юрия Гагарина. Никогда не будет забыто, что Юрий Гагарин первым отправился по неизведанному пути в бескрайние просторы Вселенной и своим дерзновенным подвигом открыл эру покорения космоса. Гремит артиллерийский салют. Над Красной площадью
льется торжественная мелодия государственного гимна Советского Союза. Также в 1981 году вышла монета, посвященная дружбе советского и болгарского народа. Советско-болгарская дружба была основана на идеологическом единстве Советского Союза и Болгарии, которые были союзниками во время Второй мировой войны. По завершении войны обе страны стали членами Варшавского договора, а также установили дружеские отношения и сотрудничество в различных сферах. Почти на 400 километров протянулось Черноморское побережье Болгарии. Здесь находятся курорты Солнечный берег, Золотые пески, Албена, известные не только знаменитыми песчаными пляжами, сочетанием горного воздуха и теплым морем. Все это есть и у нас. Прежде всего, привлекает желание и умение сделать все, чтобы отдых был полезным и приятным. Ведь туризм считают в Болгарии делом государственным. Советско-болгарская дружба также проявлялась в поддержке друг друга в международных делах. Так Болгария поддерживала позицию Советского Союза на международной арене и выступала за мирное существование и социалистическую ориентацию. Один рубль 1982, посвященный 60-летию образования СССР. На монете в полный рост изображен Владимир Ленин в лучах восходящего солнца. Как и с Гагарином, монета в память о первой женщине-космонавте была отчеканена спустя 20 лет после полета. Валентина Терешкова покорила космос на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года. Она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти 3 суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Терешкова – летчик-космонавт СССР номер 6, 10-й космонавт мира. До сих пор является единственной женщиной в мире, совершившей космический полет в одиночку. До полета Егорова была самой молодой из слетавших в космос. Следующий полет женщины в космос, Светланы Савицкой, состоялся только через 19 лет, в августе 1982 года. Какое ваше самое любимое занятие в часы досуга? Я очень люблю произведения Чайковского. И люблю, конечно, хорошую веселую песню. Вы пели в космосе, если не ошибаюсь, песню, сочиненную журналистами. Не могли бы вы нам ее напеть? Ищет пресса тут и там, ах, куда ведет Гагарин космонавток по утрам. Там есть еще другой куплет, вот я расскажу. Там есть такие слова: крутит Валя бегуди, ты, Валерка, не грусти, чует сердце, наша встреча на орбите впереди. При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта, кроме успешного прохождения подготовки, учитывались и политические моменты. Терешкова была из рабочих, отец Терешковой погиб во время Советско-финской войны, когда ей было 2 года. Уже после полета, когда Терешкову спросили, чем Советский Союз может отблагодарить ее за службу, она попросила найти место гибели ее отца. Далеко не последним критерием выбора была способность кандидатки вести активную общественную деятельность, встречаться с людьми, выступать на публике и многочисленных разъездах по стране и миру. То зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? После полета Терешкова занималась общественной работой, в том числе за рубежом. Иван Федоров родился во Львове в начале XVI века. Он издал первую точно датированную печатную книгу в русском царстве под названием «Апостол». Кроме книгопечатания, он занимался предпринимательской деятельностью, отливал пушки и изобрел многоствольную мортиру. Предположительно, является учеником датского книгопечатника Ганса Мессенгейма. 1 рубль 1983 года, 165 лет со дня рождения Карла Маркса.
Наиболее известными трудами Маркса являются «Манифест коммунистической партии» в соавторстве с Фридрихом Энгельсом и «Капитал». Политическая и философская мысль Маркса оказали огромное влияние на последующую интеллектуальную, экономическую и политическую историю. Маркса называют одной из самых влиятельных фигур в истории человечества, а его работы как превозносили, так и критиковали. Многие политические партии во всем мире модифицировали или адаптировали идеи Маркса в том или ином виде. Я сочиняю стихи, Семен Петрович. И что же, печатаешься? Пока нет. Ага, понятно. А стихи-то получаются? Могу почитать. Вот, к примеру, из последних. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной, а Александрийского...» Столпа. Ну что же, недурно, недурно. Правда, напоминает что-то. Или стиль такой старомодный. Но, в общем, очень-очень недурно. Может, еще почитать? Нет, не надо. Александр Сергеевич Пушкин – выдающийся русский поэт, прозаик и драматург, творчество которого оказало колоссальное влияние на мировую литературу. Он является основоположником современного русского литературного языка и признан величайшим русским поэтом. Пушкин стал первым русским писателем, который достиг международного признания при жизни, а его произведения были переведены на множество языков. Я тебя очень прошу, постарайся произвести на моих родителей благоприятное впечатление. Сделаю все, что в моих силах. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Вы улыбнетесь мне от раны, вы отвернетесь мне тоска. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел. Я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. В 1834 году родился Дмитрий Иванович Менделеев, русский химик, создатель таблицы химических элементов, которая известна как периодическая система элементов. Его наиболее известным достижением является предсказание существования и свойств некоторых химических элементов, которые были открыты после его смерти, подтверждая правильность его таблицы. Среди самых известных открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Менделеев являлся тайным советником. Лица, удостоенные этого чина, занимали высшие государственные должности. 1 рубль – 125 лет со дня рождения Попова. Александр Степанович Попов был известным российским физиком и изобретателем. Он стал первым в мире создателем радиоприемника. Провел ряд экспериментов в области применения радиоволн для передачи информации, что послужило основой для развития радиосвязи. Александр Попов считается одним из основателей радиотехники, и его работы имеют большое значение для современных коммуникаций и технологий. Именем Попова названа малая планета, кратер на обратной стороне Луны, музеи, учреждения образования и науки, предприятия, улицы и премии. Память увековечена в многочисленных монументах, памятниках и мемориальных досках. В 1945 году учреждена золотая медаль имени Попова, присуждаемая ежегодно российским и зарубежным ученым за выдающиеся достижения в области развития методов и средств радиоэлектроники. В 1985 году в честь 115-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина была выпущена монета номиналом 1 рубль. Были изданы книги, памятные значки и почтовые марки, посвященные этому событию. Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1985 года состоялся парад на Красной площади в честь 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Знамя Победы.
Оно прошло долгий путь, прежде чем советский солдат водрузил его над поверженным Рейхстагом. Честь пронести знамя победы по Красной площади предоставлена дважды герою Советского Союза маршалу авиации Николаю Михайловичу Скоморохову. Это был второй с 1965 года советский парад в честь годовщины Победы. Третий парад был проведен в 1990 году. На монете изображен Орден Отечественной войны. Всего до 1985 года орденом первой степени было награждено более 344 тысяч человек. Орденом второй степени около миллиона человек. К 40-летию Победы юбилейным вариантом ордена награждено суммарно более 7 миллионов человек. Парад 1985 года вплоть до 2008 оставался последним московским парадом Победы, в котором использовалась бронетехника времен Отечественной войны. Будто ожили молчавшие 40 лет, словно сошли с пьедесталов памятников на рубежах исторических сражений эти танки, знаменитые 34-ки. На площади самоходные артиллерийские установки. Они были той грозной силой, которая истребляла бронированную технику противника, оказывала огневую поддержку атакующей пехоте. Ствольная артиллерия различных калибров и систем – огневая сила наших войск. На площади «Катюши» – гвардейские реактивные минометы. Они наводили на врага панический ужас неожиданностью и всесокрушающей силой огня. Наряду со знаменем Победы и штандартами всех фронтов ветераны принесли 150 знамен дивизий и полков рабоче-крестьянской Красной Армии. На Красной площади колонна героев Советского Союза. Нет среди героев и двух одинаковых судеб, но есть одно общее. Каждый из них совершил подвиг. Перед мавзолеем полные кавалеры солдатских орденов славы. За всю войну ими стали около 2500 воинов. На Красной площади участники Парада Победы 1945 года. Конечно, годы берут свое, но посмотрите, идут они с достоинством, не забыли строевого шага ветераны. Идут советские партизаны и подпольщики. Впереди знамя партизанского соединения, которым командовал дважды Герой Советского Союза Алексей Федорович Федоров. Идут труженики тыла времен Великой Отечественной. Над колонной развивается знамя трудовой славы. Идут люди, которые самоотверженным трудом выиграли битву за металл, хлеб, топливо и сырье, за создание оружия победы. Кульминацией торжества стали 40 залпов артиллерийского салюта. Одновременно с Москвой холостые выстрелы из пушек были даны в столицах союзных республик. – 1985 год, 1 рубль, 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса. Фридрих Энгельс был немецким физиком, социологом, политическим теоретиком и одним из основателей марксизма. Он наиболее известен своим сотрудничеством с Карлом Марксом, их совместными работами, такими как «Коммунистический манифест» и «Капитал». Вместе они создали теорию диалектического материализма, которая стала основой для марксистской теории и практики. Энгельс также написал множество работ о политической экономии, социологии и истории. Его вклад в развитие социалистических и коммунистических идей оказал огромное влияние на мировую политику и историю. Через несколько минут вот эта многотысячная разноязыкая колонна праздничного шествия начнет свой путь по Комсомольскому проспекту. Конечной точкой ее маршрута станет центральный стадион имени Ленина, где через 4 часа начнется церемония торжественного открытия фестиваля. 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
Гостями фестиваля стали 26 тысяч человек из 157 стран мира. На фестиваль приглашены многочисленные почетные гости. Среди них видная общественная деятельница из США, лауреат Международной Ленинской премии мира Анджела Дэвис. I remember my first festival in Helsinki, Finland in 1962. Сегодня я вспоминаю мой первый фестиваль «Хельсинки, 1962 год». Он сыграл важную роль в объединении молодежи в борьбе за мир. Сегодня, когда американская администрация следует курсом эскалации гонки ядерных вооружений и милитаризации космоса, и когда по ее вине в мире сложилась опасная обстановка, я считаю весьма символичным и примечательным то, что нынешний фестиваль проводится именно в Москве. Ну, давай, брат. Свободу Анджели Дэвис! Перед фестивалем были выпущены плакаты, почтовые марки с фестивальной символикой, памятная монета и проведен специальный тираж государственной лотереи. На монете изображена эмблема фестиваля. В СССР с символикой фестиваля было выпущено более 7 тысяч наименований сувенирной продукции. Эмблема принесла СССР чистой прибыли 450 миллионов советских рублей. На сегодняшний день это около 10 миллиардов долларов. В ходе фестиваля состоялись выставки молодых художников, фотовыставка, концерты с участием как многочисленных самодеятельных и этнических коллективов, так и профессиональных исполнителей. Древнее латинское слово «фестиваль» в переводе означает «праздник». Ну а какой же праздник без песни, без веселья, без танцев? Всему будет место на этом празднике, конечно, и песням, и танцам, и дискуссиям, и дружеским разговорам. Молодежь мира словно вот сейчас взялась за руки, чтобы сказать «нет» войне. Политической задачей фестиваля был показ положительных сторон жизни советского общества. Открытие фестиваля проходило на стадионе Лужники и транслировалось в прямом эфире. 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открыт. Пламя фестивального факела было зажжено от священного огня на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Уральский рабочий Павел Ратников и московская аспирантка Галина Гагарина, дочь первого космонавта Земли, несли эстафету огня в Лужники. Огонь победы, негасимый свет памяти нашей. Один рубль 1986 год. 275 лет со дня рождения Ломоносова. Михаил Ломоносов – первый крупный русский ученый-естествоиспытатель, яркий пример универсального человека. Проявил себя как энциклопедист, физик и химик, вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его молекулярно-кинетическая история тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики. Основоположник научного мореплавания и физической химии. Как астроном, Ломоносов открыл наличие атмосферы у планеты Венеры. Оценивается как великий реформатор русского языка, определивший пути его дальнейшего развития в статусе языка национального. Его вклад в развитие русской культуры и образования был колоссальным. Имя Ломоносова стало символом научного и культурного прогресса в России. Жив еще дух Петров. Иди, не падай страстью. Служи высокому, коль дано. Высотой счастлив будешь. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко
принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации Советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 1986 год был объявлен ООН Международным годом мира с целью привлечения внимания глобального сообщества к вопросам мира и безопасности. Этот год был призван напомнить о необходимости укрепления усилий по преодолению конфликтов, насилия и войн в мире. Логотип Международного года мира представляет собой две руки, выпускающие белого голубя, окруженного лавровым венком, похожим на эмблему ООН. Этот логотип появляется на различных почтовых марках и на рекламном щите во время чемпионата мира по футболу 1986 года в Колумбии. В честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, кроме рубля, на котором изображен традиционный символ революции – крейсер «Аврора», впервые были отчеканены монеты достоинством 3 и 5 рублей. На 3-рублевой монете изображен рабочий, солдат и матрос с винтовками, а также дата 1917. 5 рублей 1987 года с изображением Ленина – самая большая юбилейная монета в истории СССР. Мои работы о космических путешествиях относятся к средней фазе творчества. Более чем кто-нибудь я понимаю бездну, разделяющую идею от ее осуществления. Однако нельзя не быть идеей. Исполнению предшествует мысль, точному расчету фантазия. Константин Циолковский был российским ученым-исследователем, изобретателем и пионером в области ракетостроения и космонавтики. Он предложил множество теорий и концепций, которые послужили основой для современной космонавтики. В своих научно-фантастических произведениях, будучи сторонником и пропагандистом идеи освоения космического пространства, Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта и поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет когда-нибудь достигнет такого могущества и совершенства, которое позволит преодолеть силы тяготения и распространить жизнь во всей Вселенной. Чтобы двигаться, приходилось отталкиваться от стенок. Движение было не совсем ровно, многие стукались о дверные рамы, но потом, отталкиваясь, летели дальше. Другие ловко пролетали через все двери, ни за одну не задев. Лишь у самой каюты схватывались за перегородку и скрывались в своей комнате. В ракете все было приспособлено для питья и еды. Обычный порядок этого дела был невозможен. Обеденный стол не устоит на месте, также и стулья. Малейший толчок, и все это завертится, задвижется из угла в угол. Всю утварь, конечно, можно привинтить к стенкам, но к чему нужен стол, когда посуда не падает никуда? Циолковский также обосновал использование ракеты для полетов в космос. Еще в 1920-е годы пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, прототипов многоступенчатых ракет. Осмысливал вопросы выживания человека в невесомости при длительных космических перелетах. Когда-то один немецкий философ сказал так, что талант подобен стрелку, который попадает в цель, видимую всеми. Просто в эту цель никто другой не попадает. А гений отличается от таланта тем, что он подобен стрелку, попадающему в цель, которую никто еще не видит. Вот таков был Циолковский. В 1975 году были отчеканены 2 монеты, посвященные 175-й годовщине Бородинского сражения. На одной из монет изображен фрагмент памятника Кутузову в Москве с российскими солдатами. На другой монете – обелиск Кутузову на Бородинском поле. Бородинское сражение имеет важное историческое значение, так как оно означало первый серьезный удар по мощной французской армии Наполеона и стало поворотным моментом в ходе войны. Несмотря на неопределенный итог сражения, после Бородино французская армия начала утрачивать свою боеспособность, что впоследствии привело к ее катастрофическому поражению и отступлению из России. А говорят, что лошади спят стоя. А, не, она сдохла, тогда понятно.
Что делает благодарное общество, когда хочет, чтобы память о каком-нибудь великом человеке осталась в веках? Правильно, композиторы пишут песни, стихи слагают поэты, художники пишут портреты, а кинорежиссеры снимают фильмы. Но все-таки вершиной признания заслуг является, конечно, та-да-ра-дан-тан-та-ра-дан-тан-тан, памятник. Вот памятник, это кому памятник? Это Петру Первому памятник, что-то я его не узнаю. Монументальный конный памятник первому российскому императору Петру Великому «Медный всадник», созданный под руководством французского скульптора Этьена Мариса Фальконе, открытый на Сенаторской площади в Санкт-Петербурге в 1782 году. Медный всадник является символом могущества и величия России, а также воплощением реформ и модернизации, проводимых Петром I. Сегодня памятник стал одним из самых популярных туристических объектов в Санкт-Петербурге и символом города. Памятник изображает Петра Великого верхом на коне, направляющего лошадь в сторону Невы. Монумент стоит на пьедестале из гром камня. Камень был найден в окрестностях деревни Конная Лахта и получил название из-за легенды о его форме. Масса камня составляла около 2000 тонн. Часть камня была стесана для использования в художественном замысле Фальконе. Работы по обтесыванию камня проводились во время его транспортировки. Также был разработан процесс подъема камня с помощью рычагов и домкратов для подведения под него платформы. В транспортировке камня принимало участие более 400 рабочих. Водная транспортировка камня осуществлялась на специально построенном судне. Памятник изготовлен из бронзы, а название «Медный» закрепилось за ним благодаря одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина. 1 рубль, 120 лет со дня рождения Максима Горького. Максим Горький, настоящее имя которого Алексей Максимович Пешков, родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в большой рабочей семье. Горький начал свою литературную карьеру как журналист, публикуя свои произведения в различных журналах и газетах. Он был известен своей яркой прозой, в которой часто затрагивал социальные и политические проблемы. Одним из самых известных произведений Максима Горького является роман «Мать», который описывает жизнь рабочего класса в России конца XIX века. В своей жизни Горький также активно участвовал в революционном движении и поддерживал большевистскую партию. На монете слева от портрета писателя не случайно изображен буревестник. В 1901 году Горький пишет поэму в прозе «Песня о буревестнике». Стихотворение является частью сатирического рассказа «Весенние мелодии», где разные слои общества изображаются в виде птиц. Стихи были опубликованы в журнале «Жизнь». 17 апреля Горького и его близкого друга-поэта арестовали, а затем выслали из Нижнего Новгорода. В мае журнал «Жизнь» был закрыт. Горький становится выразителем революционных настроений бедноты, рабочего класса, передовой интеллигенции. В 1901 году он был арестован и посажен в Нижегородскую тюрьму. Это вызвало возмущение в стране. Ленин в газете «Искра» протестовал против преследований европейски знаменитого писателя. После выхода песни о буревестнике самого автора стали называть буревестником. Песня о буревестнике была включена в сборники революционных стихов и песен, выходивших за границей. Она являлась одним из эффектных средств революционной пропаганды, призывающим на борьбу с самодержавием. 9 января 1905 года Горький с утра на улицах Петербурга видит, как царские войска расстреливают мирное шествие рабочих. В ночь после Кровавого воскресенья он пишет воззвание, обвиняя правительство в массовых убийствах. В наши дни в Нижнем Новгороде имя «Буревестник» носит предприятия оборонно-промышленного комплекса, кинотеатр, станция метро, различные спортивные организации, а также скоростной поезд. Горький был одним из самых издаваемых в СССР советских писателей. С 1932 по 1990 год имя Горького носил его родной город – Нижний Новгород. Бессмертие? Не надо. Не хочу. Повторяю. Благословен закон бренности, обновляющий дни жизни. На другой монете 1988 года
изображен памятник тысячелетия России в Новгороде. Это один из самых известных и значимых памятников в России. Он был открыт в 1862 году в честь тысячелетия русского государства. Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоссальном постаменте. Вес металла памятника 100 тонн. Памятник содержит 128 фигур, распределенных на 3 уровня. Группа, венчающая композицию, из 2 фигур. Ангела, поддерживающего крест, это олицетворение православной церкви, и коленопреклоненной женщины, олицетворение России. Среднюю часть памятника занимают 17 фигур, символизирующих различные периоды истории русского государства. В нижней части монумента расположен фриз, на котором помещены горельефы 109 исторических деятелей. 20 января 1944 года. В тот день советские войска вошли в разрушенный и опустошенный Новгород. Разобранный на части, готовый к вывозке памятник тысячелетию России. В том же 1944 году началось его восстановление. И вот 34 года спустя памятник восстановлен полностью. Третья пятирублевая монета 1988 года посвящена Софийскому собору в Киеве. Храм построен в первой половине XI века в центре города. На рубеже 17-18 веков был внешне перестроен в стиле веленское барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик первой половины XI века. В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стали первым внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины. Поэтому собор запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нем богослужение. Исключение составляет 24 августа, День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине. Один рубль 1988 года был начеканен в память о 160-летнем юбилее со дня рождения Льва Толстого. Легендарный писатель, философ, общественный деятель и мыслитель родился в 1828 году в Тульской губернии. В 1902, 903, 904 и 905 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Впоследствии он отказался от дальнейших номинаций. Наиболее известен своими произведениями, такими как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», трилогия «Детство, отрочество, юность». Писатель, еще при жизни признанный главой русской литературы. Произведения Льва Толстого многократно экранизировались и инсценировались. Его пьесы ставились на сценах всего мира. Толстой был активным общественным деятелем, боровшимся за права крестьян, пропагандистом непринужденного и простого образа жизни. Его взгляды на жизнь и литературу оказали огромное влияние на развитие мировой культуры. Жил-был король, когда-то при нем блоха жила. Блоха. Модест Петрович Мусоргский был выдающимся российским композитором и одним из самых влиятельных представителей музыкального направления «Могучая кучка». С начала XX века и поныне его оперы «Борис Годунов» и «Хованщина», цикл фортепианных миниатюр «Картинки с выставки», вокальные циклы «Песни и пляски смерти» признаются шедеврами мирового музыкального искусства. Мусоргский был известен своим уникальным стилем, который отличался от консервативных течений своего времени. Он часто нарушал традиционные формы и структуры, стремясь к новаторству и оригинальности в своих произведениях. Его музыка отличается глубоким психологическим содержанием, мощным эмоциональным зарядом и необычными ритмическими и гармоническими решениями. Умер в Николаевском военном госпитале в Петербурге, куда был помещен 13 февраля после приступа белой горячки. Там же, за несколько дней до смерти, Илья Репин написал единственный прижизненный портрет композитора.
Мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать Кобзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишее такое: «Іде, ніде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуешься, чему не іде? Апостол правды и науки». Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думал, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. 1 рубль 1989 года, 175 лет со дня рождения Шевченко. Великий украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель Тарас Григорьевич Шевченко, известный своим произведениями, посвященными борьбе за свободу, справедливость и право украинского народа. Он считается одним из выдающихся представителей украинской литературы и национального движения. Шевченко написал множество стихотворений и поэм, в которых поднимался ряд актуальных социальных и политических вопросов, затрагивая тему крепостного права, угнетения национальной идентичности. Его произведения оказали огромное влияние на украинский народ и стали символом борьбы за независимость. К 2019 году на территории Украины установлено 1804 памятника, мемориальных досок и знаков поэту. Тарас Шевченко остается одним из самых уважаемых и популярных украинских писателей, чье наследие продолжает вдохновлять множество людей на борьбу за идеали свободи і справедливості. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Хамза Хакимзада Ниязи – поэт, писатель и публицист, который считается одним из величайших классиков узбекской литературы. Он прославился своими лирическими стихотворениями, олицетворяющими красоту и глубину человеческих чувств. Ниязи также известен своими произведениями, посвященными любви, патриотизму и религиозным темам. Его стихи часто становятся источником вдохновения для многих узбекских писателей и поэтов. Он был ярким представителем узбекской культуры и искусства. Его творчество остается популярным и актуальным до нынешнего дня. Михай Еминеску был выдающимся румынским поэтом, писателем и журналистом. Он считается одним из национальных героев Румынии и самым известным поэтом страны. Еминеску писал на румынском языке и создал множество произведений, которые стали классикой мировой литературы. Его стихи часто отражают глубокие эмоции, философские размышления и красоту природы. Он активно участвовал в политической и общественной жизни своей страны, борясь за национальную независимость и свободу. В 1883 году поэт стал испытывать психологическую болезнь, которая, несмотря на улучшение после лечения, будет преследовать его до конца жизни. В этом же 1883 году выходит единственная прижизненная книга стихов Еминеску. И хотя имя поэта сразу получило признание, он уже был не способен это осознать. Умер Еминеску в психиатрической больнице в Бухаресте в 1889 году. Казалось, сама земля исходила слезами и кровью, взывала о помощи. Но как помочь им? Нужна техника, но и время, чтобы она подошла. Нужны медикаменты, а где их взять прямо сейчас, срочно? Нужны люди, спасатели, специалисты, врачи. Нужно, и все срочно, безотлагательно. Утром 7 декабря 1988 года на севере Армении произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 7,2. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек. Это потом придут спасатели-профессионалы, придет техника. А вначале работали добровольцы, люди, прилетевшие сюда со всех концов страны. Они первыми протянули руку помощи. Спасательные работы и медицинская помощь пострадавшим проводились зимой в горной местности. В течение 2 недель по несколько раз в сутки продолжались сейсмические толчки силой от 3,5 до 5 баллов.
Сегодня второй день, как мы находимся на армянской земле. Вчера устраивались, присматривались, делились первыми впечатлениями. Работать мы и все камчатцы будем на этом заводе. Ну, если эти развалины можно назвать заводом. Посмотрите внимательно. Это основной цех. Первое впечатление удручающее, очень удручающее. Эти развалины, начиная от древних храмов и кончая новыми строениями, вот здесь, в Ленинакане. В Спитаке вот у нас парень один был, ездил в Спитак. Там совершенно картина, ну ничего нет, вообще ни одного дома нет. Горная местность Спитакского района. Ограниченное число автомобильных дорог, часть из которых была разрушена, автомобильные пробки, делали эвакуацию пострадавших автомобильным транспортом в первые 10 дней невозможной. Эвакуация вертолетами была возможна лишь в светлое время суток. Оказание помощи населению осложнялось тем, что в пострадавших городах были разрушены медицинские учреждения. Ряд государств развернул в зоне бедствия полевые госпитали, в которых медицинскую помощь получили более 1000 пострадавших. Например, Норвегия развернула 2 госпиталя. Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Куба, Афганистан по одному. С первых же часов штаб Красного Креста в Москве и Ереване приступил к развертыванию целой системы помощи пострадавшим. Врачи находились на своем посту бессменно. Они забыли, что такое сон, отдых. Они понимали, каждая потерянная секунда – это не спасенная жизнь. Медицинские работники все были настолько потрясены, откуда-то силы взяли. Знаете, во-первых, все сотрудники нашего института и вот этого самого страшного, серьезного отделения, где больные с краш-синдромами и с острой почечной недостаточностью попали, они несколько суток вообще не выходили. Откуда сила взялась у этих людей, невозможно сказать. Когда поступали дети, это невозможно. Невозможно это все рассказать и описать. В восстановлении разрушенных районов приняли участие все республики СССР и 111 зарубежных стран, включая Израиль, Бельгию, Великобританию, Италию, Ливан, Норвегию, Францию, ФРГ, Японию, Китай, Швейцарию. На монете номиналом 3 рубля изображены 5 рук, символизирующие помощь с 5 континентов, которые держат котел с вечным огнем. На фоне руины домов и горы Армении. Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 000 солдат и офицеров. На расчистке завалов использовалось более 3000 единиц военной техники, а по всему СССР активно проводился сбор гуманитарной помощи. В результате землетрясения погибло по меньшей мере 25 000 человек, 140 000 стали инвалидами, 514 000 остались без крова. Сын, жена, дочь и матерь. У одного семьи даже 5 был, 5 детворов. Вот видите, вот фото, смотрите, 5. События дали толчок к созданию в Армении и других республиках СССР квалифицированной и развернутой системы предупреждения и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. В 1989 году была образована Государственная комиссия Совета министров СССР по чрезвычайным ситуациям, переименованная в 1991 году в МЧС России. 5 рублей 1989 год. Ансамбль «Регистан» в Самарканде. Регистаном называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным Регистаном, благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю 15-17 веков, центром которого является Медресе Угулбека, Медресе Шердор и Медресе Тили-Кари. Ансамбль из 3 медресе является уникальным примером искусства, градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. Регистан в Самарканде является одним из ярчайших примеров исламской архитектуры. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
центре Москвы, на Красной площади, возвышается Покровский собор. 1,5 года длилась реставрация этого уникального памятника древнерусского зодчества, известного также как храм Василия Блаженного. 1 октября 1554 года по повелению Иоанна Грозного в честь Казанской победы был освящен деревянный храм Покрова. Он простоял менее года и был разобран, а на его месте заложен каменный собор, который был построен в 1561 году. Храм Василия Блаженного официально называется собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, находится на Красной площади в Москве и является одним из самых знаменитых памятников архитектуры в России. Храм Василия Блаженного имеет уникальную и неповторимую архитектурную форму. Это восьмигранная по плану постройка, состоящая из 9 церквей, объединенных в единую композицию. Каждая церковь имеет свою форму и красочный расписной верх, что придает храму особую красоту. В первые годы советской власти многие храмы сносились и взрывались. Собор Покрова на Рву стал функционировать в статусе историко-художественного музея. Указом президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви было разрешено ведение регулярных богослужений в Кремлевских соборах и соборе Василия Блаженного. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. 1 рубль 1989 год, 175 лет со дня рождения Лермонтова. Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку XIII века Томасу Лермонту. В 1613 году 11 представителей этого рода был взят в плен войсками Дмитрия Пожарского и поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу. Лермонт перешел в православие и стал под именем Юрия Андреевича родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. А в 1814 году родился выдающийся русский поэт, прозаик и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов. Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущим потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый рассвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX-XX веков. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсового творчества. Поэт и прозаик Михаил Лермонтов был убит на 27-м году жизни в Пятигорске 27 июля 1841 года на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым. Еще одна 5-рублевая монета 1989 года посвящена Благовещенскому собору в Москве. Благовещенский собор – один из древнейших храмов Московского Кремля, который является символом истории и культуры России. Считается одним из лучших образцов русской архитектуры и искусства в целом. Он является важным памятником истории и религии России, привлекает туристов и паломников со всего мира. Собор является активным храмом, где проводятся богослужения, крестные ходы и другие религиозные мероприятия. Он является одним из символов Московского Кремля и России в целом, привлекая внимание и восхищение своей красотой и величественностью. – 1990 год, 1 рубль, 130 лет со дня рождения Чехова. Антон Павлович Чехов является классиком мировой литературы, почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности, один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков, а его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества, с момента выпуска из гимназии, Чехов создал более 500 различных произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы.
Помимо литературы и врачебной работы, Чехов придавал огромное значение благотворительной деятельности в сфере помощи голодающим, детям, крестьянам, туберкулезным больным. Был уполномоченным правления Ялтинского благотворительного общества, организовывал сборы средств в пользу нуждающихся и регулярно публиковал в газетах тексты, посвященные положению социально уязвимых групп населения в России. Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию. Там в возрасте 44 лет писатель скончался. В ночь с 1 на 2 июля он позвал доктора, после велел дать шампанского, громко сказал доктору по-немецки «Я умираю», потом взял бокал. Давно я не пил шампанского. Спокойно выпил все до дна, лег на левый бок и умер. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. 1990 год, 1 рубль, 500 лет со дня рождения Скорины. Франциск Скорина был выдающимся белорусским и готическим писателем, книгоиздателем и первопечатником. Он известен как первый книгопечатник в Великом княжестве Литовском и создатель первого славянского типографического шрифта. Скорина известен своими переводами Библии, которые помогли распространить христианство среди славян. Скорина также участвовал в политической жизни своего времени, поддерживал национальное самосознание белорусов и литовцев. Его вклад в развитие белорусской и славянской культуры делает его одним из наиболее известных и почитаемых исторических личностей на территории СНГ. В современной Белоруссии Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. В его честь названы 2 награды страны – орден и медаль. Янис Рейнис был латышским поэтом и писателем, общественным деятелем и политиком. Также известен как один из лидеров латышской социал-демократической партии. Его поэзия и публицистика считаются одним из наиболее значимых произведений в истории латышской литературы и культуры. Простите, вы слышали 8-ю симфонию Чайковского? Слышали, наверное? Естественно, ну что? А он всего 6 написал, дорогая. Да, слушай, да, и 18 слышали, 25 очень, все слышали. понятно, врать не надо. 1990 год, 1 рубль, 150 лет со дня рождения Чайковского. Петр Ильич Чайковский был выдающимся русским композитором XIX века, чья музыка стала чрезвычайно популярной по всему миру. Он написал множество классических произведений, среди которых такие шедевры, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы Евгений Онегин, симфонии, концерты для фортепиано и скрипки, камерная музыка и многое другое. Чайковский был мастером мелодии. Его музыка отличается богатством эмоций, яркими оркестровками и глубокой индивидуальностью. Его произведения исполняются на концертах и в театрах по всему миру. И до сегодняшнего дня он остается одним из самых популярных и уважаемых композиторов в истории музыки. Успенский собор был главным храмом молодого русского государства. Он и сейчас, спустя 5 веков, поражает нас величием и суровой простотой своих форм. Успенский собор – один из старейших храмов Москвы, построенный в 1479 году, является древнейшим полностью сохранившимся зданием Москвы. Он расположен на Красной площади и является частью Московского Кремля. Собор является местом коронации русских царей. Впервые венчание на престол в Успенском соборе состоялось в 1498 году. На церемонии Иван III передал бармы и шапку Мономаха своему внуку Дмитрию. Успенский собор не только религиозный объект, но и культурное наследие России. Его архитектура, декоративные элементы и колоритная история делают его важным местом для всех,
кто интересуется историей и культурой России. Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны, от Баренцева до Черного моря. 200 знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Монета с изображением Георгия Жукова посвящена как самому военачальнику, так и 45-й годовщине Победы. Георгий Жуков – маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер 2 орденов Победы, в послевоенные годы получил прозвище «Маршал Победы». В 1939 году Жуков командовал войсками в ходе конфликта на реке Халкингол, который считается одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Японии отказаться от планов нападения на СССР. В январе 1941 года был назначен начальником Генерального штаба РККА. В конце августа я был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. И мне было поручено выехать в войска Сталинградского фронта для организации контрудара. Во время Великой Отечественной войны он командовал рядом крупных советских операций, включая битву за Москву, Курскую битву и битву за Берлин. Когда я подъезжал к Обнинску, признаков нахождения штаба я не заметил. А потом вдруг вижу 2 связиста тянут проволоку недалеко от дороги. Я остановил машину, спрашиваю: товарищи, не знаете вы, где штаб резервного фронта? Нет, не знаем. А куда вы тянете провод? Куда надо, говорит, туда и тянем. Здоровый детин. Ну, думаю, солдат хорошо службу знает, раз мало знакомому человеку, вернее, даже незнакомому человеку так отвечают. Но пришлось назвать, кто я такой есть. Ну, вот, извиняюсь, мы вас не знаем в лицо, поэтому так ответили. Жуков известен своим стратегическим мышлением, непосредственным исполнением боевых операций и жестким характером. Он был одним из главных советских командиров, чьи действия привели к поражению нацистской Германии во Второй мировой войне. В этот день Берлин посетил маршал Советского Союза Жуков в сопровождении коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина, члена военного совета генерал-лейтенанта Телегина и генерал-лейтенанта Бокова. Маршал осматривал места недавних боев. Широко известно высказывание о Георгии Жукове, приписываемое Адольфу Гитлеру. Если бы в германской армии был хотя бы один такой генерал, как Жуков, то Германия давно бы завоевала мировое господство. Просим прекратить огонь и вступить в переговоры. Переходи на передачу. Передай. Наше условие одно. Безоговорочная капитуляция. Огонь прекратить через 15 минут. Пленных будем принимать у Бранденбургских ворот. Всем гарантируем жизнь. Всем гарантируем жизнь. В Ереване находится одно из самых древних и богатых в мире хранилищ рукописей – Матена-Даран. Эти рукописи дошли до нас из глубин веков. В Матена-Даране насчитывается около 10 тысяч древних рукописей и 250 тысяч архивных документов. Еще на одной 5-рублевой монете 1990 года отчеканен Матена-Даран в Ереване. Научно-исследовательский центр Матена-Даран является одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. При институте действует открытый для посещения музей. Институт был создан на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Эчмендзинского монастыря. На сегодняшний день хранит более 23 тысяч древних рукописей и документов, в
включая уникальные книги и рукописи на армянском, греческом, латинском, сирийском, грузинском и других языках. Большинство из них относятся к периоду с 5 по 19 век. Матинодаран является важнейшим культурным центром страны, привлекающим множество туристов и исследователей со всего мира. Образцом высокого рукописного мастерства средневековой Армении может служить и эта маленькая книга весом в 19 граммов, и этот двухпудовый фолиант, написанный 750 лет назад. Советские ученые изучают в Матенодаране древние труды по истории, философии, литературе, медицине, астрономии, математике, химии. На 5-рублевой монете 1990 года находится Большой дворец Петергофа, одного из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России, расположенный на побережье Финского залива в пригороде Санкт-Петербурга. Этот удивительный комплекс был основан в начале XVIII века Петром I и стал одним из символов царской роскоши и величия. Центром ансамбля является главный дворец Петергофа, который представляет собой великолепное здание в стиле петербургского барокко. Одной из самых известных достопримечательностей Петергофа являются фонтаны, которые украшают парк ансамбля. Самым известным из них является Большой каскад, который состоит из более чем 50 фонтанов и 200 скульптур. Помимо этого, в парке находится множество других фонтанов, каждый из которых имеет свою уникальную архитектуру и композицию. Петергоф также славится своими замечательными садами, лабиринтами и аллеями, где можно прогуляться среди красивой природы. В годы Великой Отечественной войны, находясь на территории, оккупированной немецкими войсками, все парки Петергофа получили очень серьезные повреждения. Особенно пострадали Верхний сад и Нижний парк. Немцы уничтожили петерговские фонтаны. Голый пустырь остался на месте былого великолепия. Они вывели из строя всю сложную систему фонтанов, взорвав через каждые 2 метра трубы, питавшие фонтаны водой. Здесь стояла бронзовая фигура Самсона. Немцы распилили ее на части и вывезли в Германию. Вот во что они превратили Большой Петерговский дворец, творение гениального зодчего Варфоломея Растрелли. Реставрационные работы, начавшиеся в 1944 году, продолжаются до сих пор. Этот дворец был обставлен уникальной мебелью, работы русских, английских, итальянских и французских мастеров. В нем хранились редкие коллекции фарфора русских и иностранных заводов. Стены дворца были украшены зеркалами, гобеленами, шелком и другими декоративными материалами. Перед отступлением немцы разрушили Большой Петерговский дворец. Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Один рубль, 1991 год. Махмуд Кули. Махмуд Кули – выдающийся туркменский поэт XVIII века, который считается одним из крупнейших поэтов классической туркменской поэзии. Он был известен своими стихами, в которых восхвалял любовь, природу, красоту и жизненные ценности. Его поэзия характеризуется глубокой философией, изысканным языком и метафорами. Махмуд Кули является одним из символов туркменской литературы и культуры. Его творчество оказало значительное влияние на развитие среднеазиатской поэзии. Правительством Туркмении ежегодно присуждается международная премия имени Махмуд Кули. Чувашский поэт Константин Иванов известен своим творчеством в области русской поэзии начала XX века. Его стихи отличаются философскими и религиозными мотивами, глубокими размышлениями о жизни, смерти, любви и родине. Иванов был одним из основателей символизма в русской литературе, принимал участие в литературных обсуждениях и дебатах своего времени. Осенью 1914 года Константин, заболев туберкулезом, уехал к себе на родину, а 13 марта 1915 года в возрасте 24 лет он умер. Москва, наша столица. К ней мыслями обращался каждый в то время. Отсюда Верховное командование руководило военными действиями. В 41-м серо-зеленые цвета маскировки закрыли золотой блеск куполов
и рубиновый свет кремлевских звезд. В честь 50-летия Победы под Москвой в 1991 году была отчеканена монета номиналом 3 рубля. На монете изображены марширующие советские солдаты, противотанковые препятствия, дирижабль в воздухе, Спасская башня и Кремлевская стена. 7 ноября 1941 года, когда немцы стояли у стен города, по священным камням Красной площади прошли советские войска. Прошли прямо на фронт, на передовые рубежи. На Красной площади в Москве прошел военный парад. Он показал всему миру, что Москва не сдалась. Город, который, как считал Гитлер, уже повержен, готовился к решающему бою. Парад длился 25 минут и стал самым коротким за всю историю парадов на Красной площади. По брусчатке главной площади страны прошли 28 тысяч бойцов и командиров. Проехали 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины. Оборона Москвы – это ключевой момент Великой Отечественной войны. Гитлер надеялся быстро захватить столицу и сломить сопротивление Красной армии. Из его директив Москва должна быть окружена так, чтобы ни один житель, будь то женщина, мужчина или ребенок, не могли покинуть ее. Москва будет затоплена и превратится в огромное море. Операция по взятию Москвы получила кодовое название «Тайфун». В конце сентября на Москву двинулись 74 дивизии. Однако советские войска под командованием Георгия Жукова сумели организовать оборону Москвы и отразить атаку сил вермахта. В течение нескольких месяцев шла ожесточенная борьба за каждый квадратный метр города. Наступление немецких войск было остановлено благодаря героическому сопротивлению советских солдат и мобилизации всего населения для обороны столицы. В Москве объявлено осадное положение. Все силы на защиту города. Женщины, старики, дети в осенней грязи и холоде под огнем противника целыми днями рыли противотанковые рвы и окопы. Важную роль сыграл еще и зимний мороз, который замедлил продвижение войск вермахта. Битва за Москву продолжалась с октября по декабрь 1941 года, когда немецкие войска были отброшены на запад. Это было первое существенное поражение для фашистской Германии и повернуло ход войны в пользу СССР. В результате боев погибло 937 тысяч советских солдат, а 5 декабря, день начала советского контрнаступления под Москвой, является одним из дней воинской славы России. Когда ж домой товарищ мой вернется, родным родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, в знакомый дом зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, в знакомый дом зеленый сад, веселый взгляд. Петр Николаевич Лебедев – знаменитый русский физик-экспериментатор, первым подтвердившим на опыте вывод Максвелла о наличии светового давления и первым разработавшим основы резонансного воздействия полей на резонаторы независимо от их природы, создатель первой в России научно-физической школы. И Лебедев немного не дожил до Нобелевской премии, на которую он был выдвинут в 1912 году. Он был, безусловно, ее достоин, но посмертно эта премия не вручается. У него было больное сердце, и однажды оно вдруг остановилось, когда он совсем еще молодой греб на лодке. Он прожил всего 46 лет. 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом «Низави Гандживи» в честь 850-летия поэта. В этом же году в СССР была отчеканена монета с изображением поэта. Низами Гандживи был знаменитым персидским поэтом и писателем, жившим в XII веке. Он является одним из величайших поэтов персидского языка и одним из самых известных средневековых поэтов Востока. Его произведения, включая Хансу, Лейли и Менджун и Хасров и Ширин, по сей день считаются классикой персидской литературы
и имеют огромное значение в литературе всего исламского мира. В 1991 году вышла монета, отчеканенная в память Алишера Навои. Навои был выдающимся узбекским поэтом, писателем, философом и ученым, который жил в 15-16 веках. Навои создал множество произведений в различных жанрах, включая поэзию, прозу, философские сочинения, научные труды. Его работы отличаются проницательным мышлением, глубокими идеями и роскошной поэтической манерой. Алишер Навои считается национальным героем и символом культуры для народов Центральной Азии. В 2016 году британский певец Робби Уильямс выпускает сингл на песню «Party Like a Russian». Эстетика клипа передает атмосферу стереотипной русскости и нетипичного русского поведения в гипертрофированном виде. Главную музыкальную тему в сингле занимает музыка Сергея Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» 1935 года. Сергей Прокофьев – выдающийся композитор, пианист и дирижер XX века. Он известен своими яркими оригинальными произведениями, оставившими неизгладимый след в мировой музыкальной культуре. Прокофьев сочинял в различных жанрах – оперы, балеты, симфонии, концерты, сонаты, музыку к фильмам и многое другое. Его музыка отличается ярким индивидуальным стилем, оригинальными гармоническими решениями, а также необычным звучанием инструментов. Прокофьев также известен своими талантливыми пианистическими произведениями и виртуозной игрой на фортепиано. 3 свиты из балета «Золушка» я только что закончил и передаю их для расписки на партии, так что, вероятно, они уже зазвучат в начале осеннего сезона. На Западе музыку Прокофьева используют для символического воплощения русской души. Английский рок-музыкант Стинг в своей песне «Русский» в 1985 году использует мелодию Прокофьева. В своей песне музыкант предостерегает от последствий холодной войны. В 1985 году вы написали песню «Русские». Мы видели Рэмбо, отстреливающего русских в Афганистане. Я хотел высказать что-то, идущее вразрез с этими чувствами. Если бы вы услышали эту песню тогда, хотят ли русские войны, как бы вы ответили? Нет, конечно. Кто хочет войны? Безумные люди. 5 рублей. Архангельский собор в Москве. Архангельский собор был построен в 1508 году по приказу великого князя Ивана III в честь архангела Михаила. Собор является одним из старейших храмов Московского Кремля. Интерьер собора украшен мозаикой, фресками и иконами. Особенно ценными являются иконы XVII века, являющиеся произведениями мастеров-иконописцев того времени. Сегодня собор является духовным центром Московского Кремля и одним из знаковых мест города. Еще одни 5 рублей 1991 года посвящены зданию Госбанка СССР в Москве. Строение было возведено для Московской конторы Государственного банка. С 1921 здание находилось под ведением Государственного банка СССР. В 1991 году оно перешло в собственность Банка России. Фасад здания украшен различными декоративными элементами, такими как карнизы, колонны, арки и рельефы. Внутри также можно увидеть прекраснейшие интерьеры с резными деревянными лестницами, мраморными стенами, витражами и ковкой. Сейчас в здании Центрального банка находятся офисы и службы, связанные с финансовыми операциями. В то же время здание открыто для посещения общественности. 5 рублей 1991 год
Памятник Давиду Сасунскому в Ереване. На монете изображен памятник Давиду, легендарному герою армянского национального эпоса. Монумент создан в 1959 году и является самым узнаваемым символом города Еревана. Установлен на привокзальной площади. Конная статуя, изготовленная из кованой меди, а постамент из базальтовых глыб. Высота составляет 12 метров. С распадом Советского Союза в 1991 году на место советских монет пришли новые денежные знаки независимых республик. Однако советские монеты по-прежнему популярны среди коллекционеров. Суммарно с 1965 по 1991 год было выпущено 69 юбилейных монет. Здравствуйте, в эфире «Вести». СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Кресло в Совете Безопасности ООН вместо СССР занимает Россия. Статуса «гражданин Содружества», вероятно, не будет. Одно государство умерло. На его месте рождается великое нечто. Уже начались предродовые схватки. Сначала в Минске, теперь в Алма-Ате. Мы верим в Алма-Ату и ждем, когда парадоксов убудет, а здравого смысла прибудет.